Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Блюда из творога могут быть самыми разнообразными от завтраков до полноценных блюд на обед и ужин. В этом видео собраны сразу 5 очень вкусных и разных блюд с творогом. Первым приготовим омлет с творогом. Это необычный, сытный и очень вкусный завтрак. Также такой омлет подойдет для тех, кто на правильном питании. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. Мелко режем небольшой пучок укропа. 30 грамм творога разминаем вилкой, чтобы не было больших крупинок. 30 грамм сыра трем на крупной терке. В миску разбиваем 2 яйца. Солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем венчиком или вилкой. В взбитые яйца добавляем подготовленный творог и измельченный укроп. Все перемешиваем. Разогретую сковороду смазываем небольшим количеством растительного или сливочного масла. Выливаем приготовленный омлет и распределяем его по всей сковороде. Сверху омлет посыпаем тертым сыром. Сковороду накрываем крышкой и жарим омлет на маленьком огне. Готовый омлет складываем вдвое и подаем на стол. К омлету кладем помидор и зелень. Омлет с творогом получился очень вкусным, аппетитным и необычным. Обязательно приготовьте такой вкусный завтрак, я думаю, он вам тоже понравится. Вторым блюдом приготовим куриную запеканку из категории «Вкусно и полезно». Запеканка готовится очень просто и получается вкусной и сочной. Она отлично подходит для приготовления на каждый день. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Для запеканки нам понадобится 1 кг куриного филе или другого мяса курицы. Полкилограмма филе нарезаем небольшими кусочками. Остальные полкилограмма филе перекручиваем на мясорубке. Также на мясорубке перекручиваем 300 грамм творога. Творог можно брать любой жирности. 2 луковицы нарезаем кубиками. 2 морковки среднего размера трем на мелкой терке. На сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываем нарезанный лук. Пассируем его до золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Все пассируем до мягкости морковки. В миску с перекрученным мясом и творогом добавляем овощную пассировку. Сюда же насыпаем 2 столовых ложки отрубей или панировочных сухарей. Все солим по вкусу и перчим. Разбиваем одно яйцо и перемешиваем. В подготовленную массу добавляем нарезанные кусочки куриного филе и опять перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. В подготовленную форму перекладываем мясную смесь. Размер моей формы 26 на 16 см. Также у меня на канале есть и другие рецепты запеканок. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 40 минут. Прошло 40 минут. Запеканку сверху смазываем томатным соусом или томатной пастой и опять ставим запекаться еще на 10 минут. Готовую запеканку достаем из духовки и даем ей остыть 5-10 минут. Запеканку разрезаем на порционные куски и подаем на стол в горячем виде. Куриная запеканка с творогом получилась очень вкусной и сочной. Творог придает запеканке нежность и сырный вкус. Такую запеканку легко готовить, и она отлично подходит на ужин для всей семьи. Третьими приготовим рулетики с творогом и изюмом. Это очень простой и невероятно вкусный рецепт быстрой выпечки. Такие рулеты вас выручат, когда нет много времени на готовку. Сначала приготовим начинку. 400 грамм творога высыпаем в миску. Творог лучше использовать сухой. Сюда же добавляем 100 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара, 3 столовых ложки сметаны и 1 яйцо.
Все перемешиваем. Если творог, как и у меня, крупнозернистый, то его желательно измельчить. Я это делаю с помощью погружного блендера. 100 грамм изюма моем и заливаем кипятком на 5 минут. К уже готовой творожной массе добавляем подготовленный изюм. Все перемешиваем. Лист готового слоеного бездрожжевого теста немного раскатываем. Нам понадобится 2 листа теста весом по 250 грамм. На раскатанное тесто кладем половину начинки и равномерно ее распределяем. Тесто с начинкой сворачиваем в рулет. Точно так же делаем второй рулет. Приготовленные рулеты разрезаем на небольшие рулетики. Рулетики перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. В отдельной мисочке взбиваем вилкой одно яйцо. Рулетики смазываем взбитым яйцом и посыпаем сверху маком. Ставим в разогретую духовку до 200 градусов, выпекаем приблизительно 30 минут. Рулетики из слоеного теста с творогом и изюмом получились нежными, аппетитными и очень вкусными. Обязательно их приготовьте, тем более готовятся они быстро и очень просто. Четвертый приготовим очень быструю и вкусную закуску из лаваша и творога. Готовится она буквально 5 минут и 10 минут запекается в духовке. Сначала подготовим начинку. Берем 400 грамм творога, солим его по вкусу и добавляем нарезанный укроп. Я взяла замороженный. Все перемешиваем. Расстилаем лист лаваша и равномерно выкладываем на него начинку. Начинки из 400 грамм творога хватает на 2 листа лаваша, поэтому я выкладываю половину. Сверху на начинку выкладываем 20 грамм сливочного масла, нарезанного небольшими кусочками. Лаваш с начинкой плотно сворачиваем в рулет. Рулет разрезаем на небольшие порционные куски. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем на нее закуску. Сверху рулетики смазываем взбитым яйцом. Это придаст аппетитный золотистый цвет и хрустящую корочку. Рулеты ставим в духовку разогретую до 180 градусов и запекаем приблизительно 10-15 минут. Закуска готова, можно подавать ее на стол. Такие рулеты из лаваша очень вкусные как в горячем, так и в холодном виде. С этими рулетами можно экспериментировать, добавляя в творог разную зелень. Их можно даже сделать сладкими, добавив сахар вместо соли и зелени. Пятыми приготовим итальянское печенье софьони. Это очень нежное и красивое пирожное, которое готовится из самых обычных продуктов. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала замесим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 80 грамм сахара и щепотку соли. Яйца с сахаром взбиваем миксером до плотной пены и полного растворения сахара. Во взбитые яйца наливаем 50 грамм растительного масла без запаха. Немного перемешиваем. Сюда же добавляем примерно 280 грамм муки в 2-3 подхода. Сначала тесто перемешиваем миксером, а затем руками. Тесто должно получиться пластичным и однородным. Готовое тесто собираем в комок и заматываем в пищевую пленку. Кладем в холодильник примерно на 1 час. Готовим начинку для пирожных. В миску кладем 300 грамм творога. 2 яйца разделяем на желток и белок. Белки выливаем в чистую сухую миску, а желтки добавляем к творогу. В белки не должны попасть желтки. Творог с желтками взбиваем погружным блендером до гладкого однородного состояния. В белки добавляем щепотку соли и начинаем взбивать миксером.
Сюда же постепенно добавляем 70 грамм сахара и 8 грамм ванильного сахара. В оригинальном рецепте вместо ванильного сахара используется цедра лимона. Белки с сахаром взбиваем около 5 минут до плотной и устойчивой пены. Часть взбитых белков добавляем в творожную массу и перемешиваем. Затем добавляем оставшуюся часть белков и опять перемешиваем. Перемешивать нужно недолго и аккуратно, чтобы масса осталась легкой и воздушной. Тесто остыло, вынимаем его из холодильника и раскатываем в тонкий прямоугольный пласт. Раскатанное тесто разрезаем на квадраты размером 11 на 11 см. Из этого количества теста у меня получилось 12 квадратов. Форму для кексов смазываем растительным или сливочным маслом. В подготовленные формочки кладем по одному квадратику теста, уголки оставляем сверху. Еще больше разной выпечки с творогом смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. В каждую формочку с тестом аккуратно кладем примерно по 1 столовой ложке приготовленной творожной начинки. Сверху уголки из теста заворачиваем внутрь на начинку. Закреплять кончики не нужно. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем 30 минут. Спустя 30 минут уменьшаем температуру до 160 градусов и печем еще 10 минут. Готовым пирожным даем немного остыть и вынимаем из формочек. Остывшие пирожные посыпаем сахарной пудрой. Пирожные софионии получились очень вкусными и необычными. В нем отлично сочетается небольшое количество теста и нежная творожная начинка, которая так и манит к себе, приглашая попробовать. Если вам понравились рецепты из творога, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.